Сегодня я хотел обратить ваше внимание на игровое приключение под названием Raft, которое предлагает отправиться в удивительное приключение на просторы открытого океана. Всех нас влекут путешествия в неизведанные дали, но мы не всегда можем отправиться туда, куда нам хочется. Иногда нам гораздо проще смотреть на то, как кто-то пускается в опасную дорогу, где может встретить опасных зверей или остаться без денег в кармане. А что еще хуже, может лишиться жизни. За такими опасными моментами очень интересно наблюдать, но вот самому столкнуться с трудностями и испытать все вышесказанное на своей шкуре не всегда хочется. Однако можно вполне удачно соединить жажду приключений и домашний уют. С такой задачей отлично справляется симулятор выживания типа Рафта. Игра представляет собой симулятор морского плена. Никаких поблажек и приветливых соседей. Вокруг только океан и акулы-людоеды, которые кружат в округе. Игра предлагает нам испытать свои силы и попробовать выжить среди обманчивых вод, ютясь на небольшом плоту. Здесь вы можете смело окунуться в головокружительное перевоплощение в бесстрашного морского волка, готового к любым испытаниям. Поначалу ваше приключение начнется с того, что некий обычный человек, который совершал свое первое большое путешествие по океану, попал в ужасный шторм, и корабль потерпел крушение. Вы успели только забраться на маленький плот, как весь огромный корабль пошел ко дну. Теперь вы можете только надеяться на выживание, и вам придется хорошо потрудиться, чтобы это осуществить. Умирать вы не собираетесь, поэтому вы должны приложить максимум усилий и постараться предоставить основному персонажу возможность выжить любой ценой. Если вы думаете, что выживать в этой игре не так сложно, то не забывайте, что вы будете дрейфовать посреди океана без ресурсов и каких-либо возможностей выбраться наружу. Поэтому вам предстоит внимательно изучать окружение, чтобы искать способ найти решение проблем. Основное наше занятие в игре – добыча ресурсов, которые остались после потонувшего корабля. И их можно найти в окрестных водах, за некоторыми придется нырять глубоко. Дно океана станет для вас основным источником получения ресурсов и различных предметов, которые вы сможете использовать для выживания. Для того, чтобы собрать нужные материалы или провиант в воде, бочки, доски, растения и так далее, нужно полагаться только на свои силы. Определенные вещи добываются собственными руками, для других же следует использовать крюк с веревкой, который есть у вас в инвентаре с самого начала игры. Что касается пищи, то вы тоже должны будете внимательно решать эти вопросы и стараться использовать любую возможность для ее добычи, так как и в реальной жизни вам необходимо будет питаться регулярно и тщательно. Другим интересным моментом в игре Raft станет обработка ресурсов, которая будет происходить на плоту. Огонь вновь станет основным источником больших возможностей, правда теперь с ним придется обращаться еще более осторожно, так как он может напрочь уничтожить ваше основное средство выживания. Изготавливайте оружие из подручных средств и не забывайте следить за индикаторами жизненных показателей персонажа. Также в игре вас будет мучить жажда и надо будет добывать воду. Хоть вокруг вас много воды, однако она соленая и непригодная к постоянному употреблению, поэтому вам необходимо найти себе источник, либо убрать соль из океанской воды. Не стоит думать, что на этом все ваши беды заканчиваются, вокруг вас будет полно акул, и они могут стать источником вашей энергии, то есть вы легко сможете их съесть. Для этого надо еще научиться их ловить и готовить. Но для бесстрашного мореплавателя это сущий пустяк. Несмотря на то, что условия для существования неблагоприятны, а порой весьма суровы и агрессивны, необходимо постараться из найденного мусора соорудить что-то полезное. Если вы будете максимально внимательны, проявите смекалку, будете постоянно крафтить и экономить ресурсы, то у вас появится возможность выжить, и обычный маленький плот может превратиться в настоящий корабль, плавание на котором подарит вам множество приятных моментов. А если нет, то вы станете прекрасным обедом для акул.